Ростик, а ты все-таки Зиновия Викентьевича подсидел, да? Ой, нехорошо, нехорошо. Как же мы теперь без него? Да нет, Инга Викторовна, просто у зубного сегодня всю ночь промучился зубами. Ростик, обрисуй-ка мне ситуацию вкратце. В общем, картина такова. Здравствуйте, Олег Анатольевич. Что это за новая игра такая? Вы не здороваетесь? Ясно. Ростик, будь так добр. Передай, пожалуйста, Олегу Анатольевичу, что здесь у нас отравление, вероятно, отягощенное хронической язвой. И, пожалуйста, обязательно сакцентируй внимание Олега Анатольевича на том, что более подробную информацию я смогу дать только по результатам вскрытия. Ростик, а передай Инге Викторовне, что свидетелей я допросил, ничего существенного они не сказали. Карточку из их камеры я изъял. И акцентирую ее внимание на том, что более детальную информацию я получу, когда просмотрю запись. Простите, а что, собственно, происходит? Ты работаешь? Да. Работаю. Инга Викторовна, а почему вы с Олегом Анатольевичем как-то странно разговариваете? Как так? Ну, как-то так. Так. Много будешь знать, плохо будешь спать. Угу. Вот они у нас здесь, следы застарелой язвы. Видишь? Опа. А это что? Чего? Вот это сюрприз. Держи. В желудке погибшего обнаружен пакет с неизвестным веществом. Пакет немного поврежден. Ростик, перестань хрюкать, ты меня отвлекаешь. Я не хрюкаю. Я даже не знаю, что здесь добавить. Простите, пожалуйста, а вы что здесь делаете? Дай перчатку мне. Вы кто? Роберт Адольфович Каратун. Совершаю проверку вашего бюро. Так что давайте заканчивайте тут все вот эти ваши штуки и готовьте отчетность. Вот эти штуки, Роберт Адольфович, это вскрытие. А когда на прозекторском столе лежит труп, любая отчетность ждет. Ясно, ясно. Ясно. Блин, это ж мне отчетность готовит. Какую отчетность стоять? Ты сейчас должен установить, что это за вещество и как оно на слизистую желудка влияет. Все бумажки потом. Хорошо, уже делается. Да, Степан Степанович. отлично. Отлично. У тебя просто интуиция на неприятности. А у вас неприятности? А ты не знаешь. Мало того, что Зина проверку на меня натравил, так ты еще хамишь проверяющему. А что я должна была ему сказать? Добро пожаловать, присоединяйтесь, я как раз тут труп препарирую. Врывается в прозекторскую неизвестно кто, а я с ним любезничать буду. Вот, отчет по вскрытию. А почему вы, кстати, думаете, что проверку Зина наслал? Ну, а кто еще? Больше некому. Да его даже в бюро нет, он у стоматолога с утра. Очень веский аргумент. Степанович, можно? Можно, нужно. Что у тебя по сегодняшнему делу? Погибший Нестеренко Альберт Викторович, 72-го года рождения. Работал химиком в фармацевтической компании. Прилетел сегодня из Голландии, буквально за час до смерти сошел в самолет. Все? У тебя? Так у меня все в отчете. В желудке у погибшего обнаружен пакет с неизвестным веществом. Ростик сейчас устанавливает, с каким. А что там устанавливать? Наркота. Обычное дело. Перевозил в пакете, пакет порвался. Тем более из Голландии летел. Профессиональный химик с залеченной язвой, о которой он, естественно, знал, не будет в здравом уме перевозить в своем желудке наркотики. Профессиональный наркоман засунет себе в такие места эти пакеты, поверьте мне. Так, ладно, все, работаем, работаем. Так, Степанович, еще одно. У меня подозреваемый Тищенко
организовал лучшую сеть перевозчиков по стране. Получил 5, недавно вышел по УДО. Я его потрясу? Потряси, потряси. Я пока подумаю, как мне с этими потрясениями справиться, чтобы у меня язвы не было. Ладно. Установил состав? Конечно. Как только ушли, пришел этот, как его там, этот, Адольфович. И сказал, что до вечера отчет был готов. Ростик, знаешь, сколько я за всю свою жизнь таких проверяльщиков перевидала? Знаешь, где все они теперь? Твой начальник я. И ты делаешь то, что говорю я. Инга Викторовна, ну что, разорваться? Это, мой дорогой, как тебе будет удобно. Я должна знать, что за вещество мы обнаружили в желудке у погибшего. Ну, вам все равно, а мне потом отчитываться. Иди сюда. Будешь ассистировать. Продольный разрез гортани. Скальпель входит на 2 сантиметра. Опа. А это еще что? Частицы порошка. Того же? Этого я не знаю. Бери частицы и сравнивай с теми, что в пакете. И смотри, какая у нас интересная картина получается. Он сначала употребил порошок, затем он проглотил пакет. И сделал это химик, фармацевт с язвой. Это бред какой-то. Знаешь что? Сейчас все от тебя зависит. Я должна знать, что это за вещество. Вперед. Конечно, что вы все без меня тут делали? Степан Степанович. О, вы здесь? Ну что ж, я попозже зайду. Да нет уж, оставайтесь. Я уже сам ухожу. Тем более потом снова скажете, что это я, а не бардак, помешал вашей работе. А у нас здесь нет бардака. У нас творческий хаос. Вы, Инга Викторовна, и являетесь главным двигателем этого хаоса в бюро. Так что неудивительно, что вы не замечаете этого бардака. Мы здесь занимаемся убийствами. У нас нет ни времени, ни сил, ни желания заниматься бюрократией. Ясно, ясно. Ну, а к этому разговору мы еще с вами вернемся. Степан Степанович, здесь в отчете… Ты что, ребенок? Ты не понимаешь, зачем все это Зина затеял с этой проверкой? Да при чем здесь Зина вообще? Если еще доказать надо, что это Зина. Доказывай. Степаныч, если что, я у Иди Тищенко. сюда. А кто такой Тищенко? А вас это не касается. Сядь. Сядь. Рассказывай. Тищенко уже бывал срок за организацию перевозок в особо крупных размерах. Но не Стеренко, не перевозчик. У него в гортани обнаружено такое же вещество, как в желудке. Он что, принял и перевозил? Все. Ну, всяко бывает. Тихо. Значит так, ты и ты оба едете к Тищенко, Инга, и чтобы я близко тебя не видел рядом с проверяющим, ты поняла? Олег, это под твою ответственность. Ладно, сегодня я не против личного водителя. За мной. Бегу. Беги. Отчет. Фух. Благодарю. Добрый день. Здрасте, Зиновий Евгеньевич. А это вы проверку на бюро наслали? Какую проверку? Проферку, серьезную проферку. И Степаныч думает, это ваших рук дело. Как? Нет, я… Что вы? Я у стоматолога был. А вот у Степана Степановича другое мнение на этот счет. Вы там держитесь, он очень зол. Мы поехали. Это не я. Я всю ночь на стену лез. У мамы спросить. Я клянусь. Это… Ехать предлагаю молча, чтобы кому-нибудь не пришлось пересесть на трамвай. И это буду не я. Думаете, Зиновий нам не соврал? Нет, конечно. Знаете, как опытный следователь бы рассуждал? Если бы проверку наслал Зиновий, то он бы первым сидел в день проверки на своем рабочем месте с идеально подготовленными документами, чтобы показать, какой он прекрасный сотрудник. Вот так вот. На ловца и зверь бежит.
Здрасте. Здравствуйте. Какая встреча? Что, не рад меня видеть? Очень рад, начальник. Только вышел и все время мечтал, чтобы встретить тебя на улице. Обрадовался бы. Ладно, давай побазарим. Как ты? На воль-то освоился? Че тут осваиваться? Живу как все. Ну, как все, ты загнул ветер. У нас тут труп нарисовался с порванной торпедой в желудке. Нестеренко, знаешь такого? Я с этим делом завязал. Прям-таки завязал, да? Хочешь верь, хочешь нет, начальник. Я работаю на заводе. Живу с женщиной одной хорошей. Еще есть вопросы? Да, алло. Вопросы будут. Ага. А попробуйте еще раз. Да, я слушаю, Ростик. Так. Труп есть. Дело открытое. Мы будем копать, пока всех не накроем. Я поняла. Я завязал, начальник. Хочешь поговорить, присылай повестку. Хочешь, пойдем с женой познакомлю. Можешь на завод заскочить. Не благодарите, в общем-то. Всего вам доброго. Жди в гости. Инга Викторовна, а подбросьте меня в офис, где погибший работал. Надо пару вопросов задать. Легко, погнали отсюда. Только мне быстро надо потом в бюро заехать. Ростик проанализировал порошок. Это не кустарное производство. Там какой-то очень сложный состав. Ну, а может, погибший сам бодяжил? Ну, он химик, ему это очень просто, как нам с вами выпить кофе. Нам с вами просто выпить кофе? Так, Ростик, ну, чем порадуешь? Инга Викторовна, мы имеем производную МДМА. Это синтетический наркотик. Но самое интересное, он имеет очень оригинальную форму. Я понятия не имею, как его синтезировали. Не, у меня примерно есть ход мысли, как это было сделано. Но это на финальном этапе просто-напросто должно было взорваться. То есть мы имеем вещество, но не знаем, как оно получено? Да. А если заводское производство? Нестеренко, фармацевт? Ну, это просто больше возможностей. Но это просто противоречит всем законам природы, понимаете? Знаешь, что тебе нужно? Сделать доклад по реагентам. Тебе нужно синтезировать это вещество. Если это вышло у кого-то, у тебя это получится. Тем более вперед. Инга Викторовна, ну это нужны дополнительные реактивы и оборудование дополнительное, и разрешение у начальства. Будет тебе разрешение. Вы что думали, Зиновий Викентьевич, если будут бюро проверять, вас проверять не будут, да? Степан Степанович, это не я. Вы понимаете, я у шутника был. У кого? У стоматолога ЖЖ этого. Да. Подожди, Степан Инга. Степанович. Мы разговариваем. Я очень быстро. Мне нужно, чтобы вы дали разрешение на закупку дополнительного оборудования и реактивов для очень важного эксперимента. Так, пока идет проверка, никакого оборудования. Ясно. Ну, значит, никакого расследования. А вот за это благодари Зиновия Викентьевича. Ты при чем здесь Зиновий Викентьевич? Он у стоматолога был. Вот, у шутника. Ой, и на чем это, интересно, зиждется? Это ваше убеждение? На том же, на чем и ваши. На отсутствии доказательств. Ладно, вот когда будут доказательства, что Зиновий Викентьевич здесь ни при чем, вот тогда и будет оборудование. Все? Хорошо, а давайте так. Если я нахожу доказательства того, что это не Зиновий Викентьевич наслал на нас сына фюрера, то вы даете разрешение на закупку дополнительного оборудования и реактивов. Хорошо. Только в начале доказательства. Нет. Сначала разрешение. Доказательства. Свободны. Спасибо вам. Здравствуйте. Здравствуйте. Начальник службы безопасности Форматикуса Игорь Геннадьевич, это вы? Да. А вы? Да, я капитан полиции Олег Гончар. Ваша помощница сказала, что вы в кафе. Вы по поводу Нестеренко? Да. Я жду вас в машине, Игорь Геннадьевич. Просто в голове не укладывается. Вы знали лично погибшего? У нас 900 сотрудников. И лично я знаю
мало кого. Но он был такой молодой и так резко все. Скажите, а его поездка в Голландию – это командировка или частный визит? Ну, о Голландии я ничего не знаю. Он отпуск взял за свой счет. У него дядя заболел. Поэтому куда и зачем он ездил, эти вопросы не ко мне. Ясно. Благодарю. А как работник он какой был? Коллеги отзывались о нем как о талантливом и коммуникабельном работнике. Все просто шокированы. Извините. Пришла информация, что дяди у него не было. Ну, не знаю, в объяснительной он упоминал именно дядю. Я проверял. Так, ну что, Ростик? А Степаныч точно разрешил? Да точно, точно. Я тебе врала когда-нибудь? Условие одно, правда, выкатил, но это мелочи. Какое еще условие? Да тебя не коснется. Давай. А я же говорил, что по-любому взорвется. Ну кто-то же это сделал, как-то. Я так понимаю, что документы по реактивам еще не готовы, да? Нет, я все составил. Тут просто у нас следственный эксперимент, а мне нужно кое-что скорректировать. Ясно, ясно. Прячете концы в воду. Точнее, в дым. Какие еще концы? Увидимся. Виктор, ну что он имел в виду? Не знаю, но звучало угрожающе. Олег Анатольевич, Господи. что там фармацевты ваши? Ну, их версия такова. Взял отпуск за свой счет в связи с болезнью дяди. Даже показали мне заявление. Так, почему версия? Ну, потому что бывшая жена у него есть, сын есть, а дяди нет. Так значит, он врал на работе. Ну, или они врали. Короче, мы попытались с Ростиком в лабораторных условиях воссоздать порошок, который мы нашли в желудке погибшего. И это сделать в лаборатории невозможно. Я твердо уверена, что смерть Нестеренко связана с фармацевтической компанией. Вы доказать это можете? Конечно. Нестеренко недавно прилетел из Амстердама. В Амстердаме находится компания Pharma-Novate. Ростик накопал в интернете, что Pharma-Novate являются прямыми конкурентами Pharmaticus. Они судились из-за какого-то лекарства даже недавно. А вам не кажется, что все сильно сложно? Ну, простой химик и такая вдруг конкурентная борьба. Ладно бы он какой-нибудь шишкой был. Нет, мне не кажется. В интернете есть куча статей, где Pharma-Novate и Pharmaticus. Чего? Что там? Ну, если и взялся защищать ваш бывший муж, то рыльца у них точно в пушку. Боюсь, что вы правы. Адвокат фирмы «Форматикус» Марк Грановский считает, что у них есть все основания для судебного разбирательства с конкурентами. Инга Викторовна, а вы не хотите поговорить со своим муженьком? Может, что интересное всплывет? Я смотрю, вам мой бывший муж покоя не дает. Вы меня ревнуете? Или мне кажется? Вам кажется, Инга Викторовна. Все, мне надо закрывать кабинет. Расходимся. Идем. Привет, пап. Привет. У тебя замученный вид. Ты все роман свой пишешь? Нет. Договор с издательством. Смотри, они думают, я в этом ничего не понимаю. Совершенно кабальные условия. Смотри. Ты сколько чашек кофе выпил? Про это издательство мы с тобой несколько раз уже говорили. Это Шарашкина контора. Не надо так говорить. Они дали шанс начинающему автору, за это их можно уважать. Папуль, шанс тебе они дали за твои собственные деньги. Ты не понимаешь, что это означает? Понимаю. Ты переживаешь, что мы не найдем необходимую сумму. Да.
добрая моя девочка. Ты боишься, что у меня не хватит денег, чтобы с этим справиться и сдать книгу, да? Нет, нет, папуль, я совсем не хотела тебя обидеть. Я не это имела в виду. Ну, да не беспокойся, я что-нибудь придумаю. Ну, в крайнем случае возьму кредит. Но я благодарен тебе, что ты понимаешь, насколько для меня это важно. Да, кстати, по твоему совету я изменил название. Вот. 0-0. Ты семерочку забыл написать? Да нет, ОО. Особый отдел. По-моему, это гораздо лучше, как 2 выстрела. ОО. Мужчина, где 18-й автобус останавливается? Спасибо. Да? Олег Анатольевич, я сейчас с одним человеком встречаюсь, как раз по вашему вопросу. Если проверяющий будет спрашивать, вы скажите ему там, что я очень занята. Я попробую, но не обещаю. Привет. Привет. Присаживайся. Я вот лично очень рад тебя видеть, даже если тебе просто нужна моя помощь. Мне просто нужна твоя помощь. Благодарю. Зато честно. Хотя я не теряю надежды, что когда-нибудь ты позвонишь мне просто так. Надежда умирает последней. Так, что там у тебя? У меня труп. Химик, бывший сотрудник Форматикус. Полетел в Голландию в отпуск, вернулся из отпуска, сразу умер. А в желудке у него вот такенный пакет с наркотиками. И явно фабричного производства. И ты считаешь, что Форматикус как-то к этому причастен? А почему нет? Ну, это солидная компания с миллионными оборотами. Что, думаешь, что, ко всему прочему, они занимаются производством наркотиков? А вдруг это убийство, замаскированное под перевозку наркотиков? Я хочу знать про них все. Все, что входит в адвокатскую тайну, все, что не входит в адвокатскую тайну. Никогда себя не прощу. Я тебя потерял, да? Давай уже к делу. Что они из себя представляют? Ростик, а тебе доплачивают хоть за вредную работу? Ну, доплачивает. Ну, пришлось реактивы докупить, чтобы с документами все сошло. Считай, минус месячная зарплата. Да вы с ума все посходили, что ли, с этой проверкой? Так, я думаю, что это перевозка, потому что фен – это самый ходовой товар в клубах. Олег Анатольевич, то, что мы нашли у него в желудке, не фен. Такое не сделаешь в гараже. Это гений какой-то сделал. Да. Значит, мы ищем гения. Да, я буду. Хорошо. Встречались с Грановским, да? Вы за мной следили? Отвечать вопросом на вопрос – это муветон, Инга Викторовна. Так, работай давай. Ну да, что ему еще остается делать? Я вообще не удивлена. Про умерших, конечно, так не говорят, но Альберт та еще скотина. Не все бывшие жены так думают. Ну, это смотря какой мужчина. Но Альберт был не такой. Гнилой был человек. Врал на каждом шагу. Жлоб таких свет не видывал. Как давно он стал варить наркотики? А он еще в юности себе этим на пиво стал зарабатывать. Сейчас я вам кое-что покажу. Вот, смотрите. Альберт уже институт заканчивал, когда к нему паренька подселили. Паренек из глубинки выигрывал все международные олимпиады по химии. Его даже без экзаменов взяли. А тогда в клубах наркота свободно ходила, все было под прикрытием у ментов. Простите, у полиции. Вот. Ну, а Альберт и припахал этого паренька. Говорит, ты будешь изготовлять, я буду толкать.
организовал сеть. А паренек этот, гений, формулу переработал. И они в общаге такой частяк гнали, причем за копейки. И началась сладкая жизнь, деньги, тачки. Ну а потом у Шишки одной дочка от передозировки умерла. И Альберта взяли. Он-то думал, что у него все под прикрытием. И ваш муж пошел на сделку со следствием. На первом же допросе сдал всю сеть. И проходил по делу как свидетель. А козлом отпущения сделали этого паренька. А как фамилия этого паренька? Алексеев. Да, Алексеев. Громкое дело было, ему 14 лет дали. За изготовление и якобы распространение. И то есть Алексеев получил статью Альберта? Да. Альберт, конечно, кучу денег за это вывалил, но зато без пятнышка на репутации. Я заберу пару фотографий. Да, пожалуйста, хоть все берите. Я это время и вспоминать не хочу. Здрасте. Привет. Здравствуйте. Привет. Игорь Геннадьевич, начальник службы внутренней безопасности Форматикуса. Инга Вилкас. Очень приятно. Очень приятно. Информация, которую я вам сообщу, является абсолютно конфиденциальной. Вы понимаете это? Да, меня Марк обо всем предупредил. Рассчитываю на вашу порядочность. Итак, около 7 месяцев назад наши голландские конкуренты, компания Фарминовейт, вышли на рынок с новым лекарством, которое мы разрабатывали около 3 лет. Мы сопоставили информацию и пришли к выводу, что нашу разработку кто-то слил голландцам. И они опередили нас в презентации и раскрутке своего варианта. Это миллионы условных единиц. Перед моим отделом была поставлена задача выявить человека, продавшего разработки. Мы определили 3 подозреваемых, но не могли сказать точно, кто это. Тогда мы пустили слух, что наша компания работает над лекарством от облысения и подсунули якобы черновую разработку подозреваемым. Ловля на живца. Подозреваемые случайно ознакомились с черновиками. А Нестеренко через 2 недели взял отпуск за свой счет. Мы подкинули ему жучок и узнали, что он летал в Фарминовейт. Но, подчеркиваю, мы не предпринимали по отношению к нему никаких действий. Ну, нет никакого смысла убивать Нестеренко. Мы хотели взять его по прилету и заставить выступить в роли свидетеля. Но с ним бы мы уничтожили репутацию Фарминовейт и осудили бы миллионы. А может быть такое, что Фарминовейт узнали, что формула фальшивая, узнали, что Нестеренко раскрыли и убрали его, а замаскировали все под перевозку наркотиков? Вряд ли. Чтобы проверить формулу, им нужна была минимум неделя. А Нестеренко умер сразу по прилету. Ну да. Точно могу сказать вам одно. Это не мы. Василий Викентьевич, выведу на чистую воду. Спасибо, Степан Степанович. Самодур какой-то просто. Ты ко мне? Я, наверное, попозже зайду. Здравствуйте. И вам не хворать. Что вы здесь делаете? Как что? Работаю. Как мы с вами похожи. И чем же? Я работала, и вы приходили мне мешать. А теперь вы работаете, и я прихожу мешать вам. Я заходил к вам по работе. И я зашла сюда по работе. Это мой кабинет, и я не понимаю, почему я должна терпеть все это из-за какого-то анонимного доноса. Какого доноса? А что, не было доноса?
Вообще-то, я здесь в рамках подготовки и проведения конкурса на замещение должности главы бюро. Это плановая проверка. То есть никто не жаловался? А должны? Ну, кое-кто мог бы. Ясно, ясно. Ну что ж, не буду мешать. Да уж позвольте. А вы надолго? Неизвестно. Олег Анатольевич, можно? А вот зря вы мне не рады, у меня информация. Я дико вам рад, Инга Викторовна, слушаю. Мне удалось встретиться с фармацевтами, и я узнала, что Нестеренко украл у них формулу и продал конкурентам. Но эти фармацевты точно его не убивали. Интересно. Ну, у меня кое-что интересное есть. Бывшая жена Нестеренко сказала, что он еще в универе с другом гением организовал нарколабораторию. Так. Потом Нестеренко взяли, он пошел на сделку со следствием. А козлом отпущения сделали этого друга, Алексеева. 14 лет строгого режима. А почему гений? Потому что он вывел такую формулу, что первые партии они варили в комнате общежития. Нет, это невозможно. Возможно. Подождите, я не закончила. Я закончил. Тем более мне надо сделать один звонок. Таким образом, Ладно, мы с Ингой Викторовной разрабатываем 2 версии расследования. Вы? Да, мы. Инга, я раньше закрывал глаза на то, что ты играешь в следователя, но это уже переходит все границы. Я просто помогаю. Ты не забыла, что у тебя в трудовой книжке написано? Ты судмедэксперт, ты должна препарировать трупы, а не выдвигать версии. Тем более сейчас, когда идет проверка. Оттуда. Насчет проверки, это обычная плановая проверка. Да? Никто под вас не копает. Конечно. Это кто тебе рассказал? Это мне проверяющий сказал. Ладно, допустим, что я в это поверил. Степаныч, я тоже знаю, что это обычная проверка, не более. Это что, тоже проверяющий рассказал? Нет, я пробил по своим каналам, и у меня их, поверить, достаточно. Ладно. Поживем, увидим. Да. Спасибо. Это точно? Понял. Алексеев умер полгода назад в тюрьме. Значит, версия у нас осталась только одна. Ладно, хорошо. Работаем. Хорошо, хоть одна. Работаем. Да. Зиновий Викентьевич. Да, спасибо. Не за что. Думаете, жертва попала на видео? Я не знаю. Я надеюсь, на него попал убийца. Или хотя бы тот, кто знает больше, чем мы. Уступите. Инга Викторовна, а он вам никого не напоминает? То есть, получается, он вышел из могилы и отомстил? Ну, нет, конечно, не так получается. В тюрьме такая схема есть. Выбирают какого-то зэка, который должен в скором времени выйти на свободу. Причем берут такого, у которого нет родственников, друзей, и которого никто не хватится, если вдруг с ним что-то случится. И убивают. И на свободу как раз выходит тот, у кого есть деньги за все это заплатить. Из тюрьмы, в которой якобы умер Алексеев, 3 месяца назад откинулся некий Матешко. Родственников нет, и одногодка Алексей. То есть, получается, Алексеев уже никакой не Алексеев, а Матешко? Ну, да, я дал запрос на фамилию, но думаю, что пока что он залег на дно. Вот видите, как все хорошо. Вот когда вы не собачитесь. Ведь все идет хорошо, любо-дорого посмотреть. И результат есть, и атмосфера коллектива доброжелательная. Степан Степанович, насчет Зиновия. В смысле? Я выиграла. Ну и что? А то, что теперь вам нужно подписать разрешение на покупку реактивов и оборудования. Задним числом придется сделать. Не хочу, чтобы Ростик всю свою зарплату на штрафы потратил. Вот ты меркантильная, а? Ну, я о Ростике забочусь. Ладно,
Хорошо. Инга Викторовна, вы свободны? В каком смысле? Да мне нужно кое-куда подъехать. Бросите. Хорошо. Идемте все по дороге объясню. Бензин с вас. Я вообще не понимаю, зачем он карточку в Государственном банке завел. Может, это другой матешка. Или вообще другой человек. Или адрес фальшивый. Тут, кстати, два адреса. Один по прописке, второй фактического проживания. Вот это здесь. Так, ну что, придется еще сигать через забор. Вы будьте здесь, потому что толку от вас нет. Будете вот это болтаться под ногами. Я все сделаю. Все немного проще, Олег Анатольевич. Без комментариев. Олег Анатольевич, а нам сюда. Стойте, куда вы? Все улики мне затопчете. Ой! Да. Зиновий Викентьевич, у нас труп. Берите бригаду и приезжайте сюда. Сейчас брошу адрес смс-кой. Да, жду. Инга Викторовна, позвольте. Пожалуйста, Зиновий Викентьевич. В общем, должен вас поблагодарить. Спасибо. Отличная идея. Благодарите. Ну, Мне не подобраться. Я, конечно, вам благодарен. Но вы не думали, что я могу быть… Черт, давайте так. Быть полезен… Вот здесь? Как-то по-другому. Ага, отлично. Не думали? А как по-другому? Что за намеки, Зиновий Викентьевич? Я вас не вполне понимаю. Что это? Нет, это опухоль. Все очень пристойно. Раковая опухоль на последней стадии. Инга Викторовна, в капельнице обнаружен морфий. Самая чистая фракция, которую я в жизни видел. Поэтому в домашних условиях его не приготовишь. А я надеюсь, что вот эта флешка стоила того, чтобы ее глотать. Мне держать? Держите. Так, Ростик, ты знаешь, что делать. Так я не понял, у него карта памяти была в желудке? Флешка была в пакете, а пакет в желудке. Да, зачем он ее прихватил? Надеюсь, мы это сейчас узнаем. Как только Олег Анатольевич с флешкой разберется. Терпение, надо найти это все. Да я же вас не тороплю. Вот. Меня зовут Дмитрий Алексеев. Это я убил Альберта Нестеренко. Когда-то давно он уговорил меня производить наркотики. Мне было 20 лет. Ну, в общем, я сел, а он нет. Я попал на воровскую зону. Там меня уже ждали. Даже свободную камеру любезно предоставили под лабораторию. В общем, все шили фартуки, а я дороги прокладывал. И оберегали они меня, как золотую антилопу. Но, видно, много дерьма я сделал в своей жизни. Пришло время платить по счетам. Они, когда узнали, что мне нужно лечение, быстро все организовали. Условно-досрочное, лучших врачей, лучшую химию. А я им условия поставил.
продолжу работу, если они мне организуют Нестеренко. Они согласились. Я все сам продумал. Порошок сделал. Тот, который мы раньше когда-то делали. Только в пропорции другой. В такой, чтобы у него в желудке в 5 минут дыра образовалась. Ребята его держали, а я пакет от ему в рот запихивал. Я хотел в глаза ему смотреть, когда он подыхать будет. Думал, легче станет, когда отомщу. Не стало. Жить не хочется. Я знаю, мне недолго и немного осталось. Я понимаю это прекрасно. Но пока дышу, они все равно заставят меня работать. А я и так столько зла в мир принес. Аж самому страшно. Тошно смотреть на себя. Тошно. Вот и прощайте. Да. Получается, он карточку в Госбанке открыл, чтобы мы его нашли. Вот эта флешка стоила того, чтобы ее глотать. Он боялся, что воры найдут его раньше нас, они бы все уничтожили. Что я скажу? Молодцы. Все молодцы, большие молодцы. Да, кстати, Инга. Городовский звонил. Сказал, что я слишком много тебя на работе держу, не даю выходных. Это мешает ему наладить с тобой личную жизнь. Прекрасно. Как много людей в последнее время обо мне беспокоится. И что решили? Дадите ему возможность наладить со мной личную жизнь? Вот зря вы так, Инга Викторовна. Семейная жизнь – это дело святое. Позвольте, я присяду на свое место. Вообще-то отдых существует во время отпуска. А можно вообще с работы уволиться. Я думаю, что Грановский в состоянии прокормить жену. Что это с ним? Завидует. У него же нет Грановского, который его прокормит. Олег Анатольевич! Я думаю, что это тонкая душевная организация. Молодой еще Степан Степанович. Я так думаю. Все свободны.